Салют, people! Ну что, Лизасу запретила поставку процессоров на территорию России. Платформа GOG приостановила платеж в рублях из-за нестабильности российской валюты. И увольнение, и позиция белорусской компании Wargaming о ситуации в Украине, где находятся и работают ее разработчики. Итак, США ввела против России беспрецедентные санкции. Правительство подключает все сферы, давит на спортивные ассоциации, на общественные организации, университеты. Оттуда продолжают изгоняться российские спортсмены, деятели искусства и ученые. Постепенно к санкциям присоединяются все больше сторон, а многие из них вынуждены идти на очевидные убытки. Например, и без того истерзанные деятельной эпидемией коронавируса американские студии, они попросту отказываются от проката своих фильмов на территории РФ. И, скорее всего, да, это далеко не конец, поскольку правительство будет давить на весь бизнес, просто до которого сможет дотянуться. И вот недавно Intel объявила о полном прекращении поставок процессоров на российский рынок, что в итоге вызвало ажиотаж и недопонимание, что происходит, и якобы процессоры начали раскупать, но на самом деле их либо просто сняли сейчас с продажи, чтобы не вызывать бурю эмоций, которые и так бушуют везде, либо уже выставили по просто космическим ценам. Но согласно санкционному списку, во всяком случае, может быть по старым данным, останавливать продажи было не нужно. А значит, ребята из Intel решили, скажем так, проявить инициативу, надеясь на определенные преференции со стороны своего же правительства. Это не исключено. Но в итоге уже сегодня на сайте AMD появились официальные данные о том, что поставки процессоров в Россию, они заблокированы. И речь идет обо всех коробочных и OEM чипах, включая и серверные камни по типу семейства Epic. Естественно, представители компании связывают свой поступок именно с санкциями, которые идут с Запада. Также вместе с этим сообщается, что какое-то время поставки ноутбуков, также игровых приставок и готовых сборок, они будут продолжаться. Якобы AMD не может повлиять на решение партнеров, поэтому каждая отдельная компания будет решать сама, стоит ли останавливать поставки или же нет. Так что, ребятки, вполне возможно, что и с поставками будут проблемки не только на уровне, скажем так, центральных процессоров. Что у нас там по GOG? Смотрите, стремительное обесценивание русской валюты уже приводит к тому, что отдельные зарубежные сервисы приостанавливают обработку платежей в ней. И вот сегодня администрация GOG объявила, что из-за нестабильной ситуации с российской валютой платежные провайдеры сервиса больше не обрабатывают платежи в рублях. И отныне, чтобы завершить покупку, необходимо переключать валюту на американский доллар. Или совершить оплату доступными средствами кошелька GOG. Сама администрация сервиса будет держать покупателя в курсе событий, и, естественно, обязательно проинформируют, если ситуация изменится. Но здесь важно понимать, что при переключении на доллары в GOG все равно частично сохраняется региональный ценник. То есть тот же Cyberpunk 2077 начинает стоить уже примерно $23,5. Но более популярные сервисы, в частности Steam, пока что держатся. Но очевидно, что, возможно, это недолго. Если рубль продолжит свое падение, то пересмотр ценников окажется неизбежным. И крайняя новость на сегодня — это студия World of Tanks, которая уволила креативного директора, поддерживающего вторжение России в Украину. Вы должны понимать, что в самой Wargaming заявили, что мнение Сергея Буркатовского полностью противоречит мнению компании. Это прям полностью противоречит, это, считайте, цитата. Сам же Буркатовский сказал, причем в уже удаленном посте в Facebook, после нападения России, что он поддерживает операцию вооруженных сил Российской Федерации, ДНР, то есть Донецкой Народной Республики, и ЛНР, Луганской Народной Республики. Сама же компания Wargaming — это белорусская компания, в которой работают сотни разработчиков в столице Украины, в Киеве, быстро дезавуировала заявление, заявив российскому игровому сайту Cybersports.ru, что заявление является, цитирую, его личным мнением, которое категорически не совпадает с позицией компании. И студия добавила, что теперь она, опять же цитата, сосредоточена на помощи более чем 550 работников и коллег с их семьями. Также представители Wargaming сказали, что Сергей в своих социальных сетях высказал личное мнение, которое категорически никак не отражает позицию компании. Вследствие чего он уволен и больше работать в компании не будет. Более того, Wargaming также прояснила изменение политики онлайн-рекламы в World of Tanks, которое недавно было раскрыто, скажем так, не в совсем ясном заявлении, которое разослали аффилированным лицам. Когда началось вторжение 24 февраля, вся реклама Wargaming была остановлена во всем мире. Студия даже решила изменить дизайн своих рекламных материалов, когда убрала изображение наступающих танков и другой военной техники. Но недавно компания возобновила рекламу с новыми активами, но сохраняет рекламную паузу в Украине, поскольку, цитирую,
Мы считаем неуместным и бестактным рекламировать наши игры, пока страна находится в центре конфликта. И на данный момент киевская студия Wargaming уже пожертвовала 30 миллионов гривен, это примерно 1 миллион долларов, украинскому Красному Кресту. И вот что они сказали. Wargaming безопасность наших сотрудников является главным приоритетом. В настоящее время все доступные ресурсы компании помогают и поддерживают наших 550 и даже более коллег, предоставляют им альтернативное жилье, досрочные выплаты заработной платы, дополнительные средства на поездки и переезд. Мы помогаем нашим семьям наших сотрудников выезжать в соседние страны и организуем для них проживание. И наконец, сегодня Wargaming Киев жертвует 1 миллион долларов украинскому Красному Кресту. Эти средства пойдут на поддержку украинских больниц и врачей, тех граждан, которые были перемещены, и другие жизненно важные мероприятия гуманитарной организации по мере необходимости. Сама же Wargaming заявила, что продолжит дальнейшую поддержку усилий по оказанию гуманитарной помощи, если этого потребует ситуация. Это дословно. Ну а на этом, ребятки, у меня для вас на сегодня все. С вами, как всегда, был Human, и, как всегда, кайфовой вам игры.